Представители знака зодиака Рыбы, Рыбы и Рыбки, мои дорогие, здравствуйте. Второй прогноз, гороскоп на неделю с 16 по 22 октября. Давайте узнаем подсказки карт. Будем реалистами, конечно. Любой прогноз носит общий информационный характер. Он не расскажет о личной жизни и истории каждого из нас. Но вы люди очень интуитивные. И я так надеюсь, что мы с вами проведем приятное время и все равно какую-то подсказку вы получите или какой-то инсайт, или, может быть, какой-то пазл, тот вопрос, который вас сейчас беспокоит, тоже у вас сложится, ну, как вариант альтернативный, вы можете просчитать. И у нас сегодня новая колода Таро Истока. 14 октября это солнечное затмение, которое происходит в знаке зодиака Весы. И 28 октября, всего 2 недели, длится коридор затмений. У нас уже будет лунное затмение в знаке зодиака Телец. Что Весы, что Телец. Управитель Венера. Поэтому на этой неделе вопросы отношения и финансы. Отношения как личная жизнь, наш социум, наше близкое окружение, наша семья или любимые люди. Все, что угодно. Или взаимоотношения с коллегами тоже может проиграться. Я оставлю ссылку в описании под видео на видео «Коридор затмений» для вашего знака зодиака, а также на плейлист, может быть, у кого-то будет желание посмотреть себя по асценденту или по луне. Вот такое тоже может проиграться, кто знает, может быть, какая-то подсказка к вам придет, вы что-то для себя сможете более конкретно просчитать. Мы идем дальше. И первая карта у нас будет важное событие или чему придется, может быть, больше уделять внимание на неделе. Неожиданности или неожиданное событие. Чему сейчас не время? Что может помешать? А что будет помогать? Что скрыто? Достанем такую карту. И далее по основным сферам жизни: дела, работа, бизнес, финансы, денежную энергию посмотрим, и личная жизнь. Подведем итог и достанем карту совет. Давайте узнаем. Важное событие. Вот удивительно. Почему-то на эту неделю не только вам одним, как будто в нашем пространстве что-то будет меняться. Карта башня. И вот в этой колоде карт мы можем столкнуться с человеком. Вот я говорила про отношения. И как раз, правда, это может быть конкретный человек, который вам обещал какую-то помощь. Или человек, который ведет себя достаточно пафосно, то есть он о себе много заявляет или о своих каких-то возможностях, красиво говорит. А мы придем к выводу, что это только слова. Или где-то он уйдет от ответственности или скажет: а я не знаю, я не могу. Или мы придем к выводу, что за какой-то красивой словесной бравадой пустота. Такое тоже может быть. Какие-то наши убеждения могут, кстати, меняться. Взгляды на жизнь могут меняться. По этой карте, безусловно, могут быть еще и обстоятельства непреодолимой силы, которые сами по себе меняют наши взгляды, мировоззрение, или что-то меняется вокруг вас. И тогда есть какая-то реальность, понимаете, как будто ее нам нужно принять. Может быть, отчасти это где-то болезненно будет, может быть, неожиданно, но мы не изменим реальность. И от того, насколько мы будем реалистами, материалистами, мои дорогие рыбы и рыбки, тем быстрее мы как будто сумеем адаптироваться к какой-то ситуации или выйти, наоборот, из какого-то положения, может быть, из затруднительного, или просто сделаем выводы по конкретному человеку. Поэтому здесь мы собой не рискуем, это факт, будьте внимательны. Не рискуйте не только собой, своими финансами. Мы не должны быть или нельзя дать себя уговорить на что-то, да? Вот я сказала про пафос. Могут много обещать. У вас как будто
Девятка чаш, неожиданные события, получение денег. Или когда у вас сейчас сильная позиция по девятке чаш, это вообще наши возможности. Как и денег заработать, так и, если это нужно, найти работу, ту, которую вы хотите, или для вас она более предпочтительна. Или если вы уже работаете, значит, у вас какие-то возможности по вашему месту службы, работы. Всегда девятка чаш – это наполненность, когда мы надеемся сами на себя, когда мы сами себя создаем и сами же все контролируем. Это карта, ну, дважды уверенности, понимаете? Но нам нужно это все сохранять. Эта карта сразу об этом говорит. В неожиданностях какие-то возможности вот такой сильной позиции к нам могут прийти. Поэтому не время рисковать собой, я бы сказала, точно. Какие бы тут нам идеи не рисовали, или какие бы какие-то там картины удивительные, или обещания какие-то бы давали, будьте реалистами, мои дорогие, сохраняйте все то, что вы имеете. Хотя деньги будут, обещают, чему сейчас не время. Какому-то королю мечей. Тут, правда, может быть такой человек, который отчасти занимает высокий пост. Ну и что, там тоже пафоса хватает. И нам могут преподносить, допустим, что ну вот по закону нужно оформлять именно так. Или нужно действовать именно так, как я сказал. Может приходить тот человек, который привык командовать, понимаете? И он будет отдавать нам такие команды. А нам говорят, нет, ты как-то тут на своей волне должен быть немножко. Нам как будто, в принципе, с одной стороны, какой-то конфликт будет мешать, где-то холодность, какой-то, знаете, такой жесткий рационализм будет тоже мешать. Если мы будем что-то подобное транслировать, нам это тоже где-то помешает. Ну и конкретные люди, которые могут говорить, делай так, не делай эдак, сделай наоборот, вот что-то такое, это тоже этому как будто сейчас не время. Будьте на своей волне, мои дорогие рыбы и рыбки, что помогает. Рыцарь чаш. А вы знаете, когда мы не забегаем вперед, да, тут невозможно что-то просчитать наперед, поэтому, может быть, нам карта и говорит, девятка чаш, сохраняй. А рыцарь чаш, посмотрите, молодой человек сидит в нелепой позе, плюс и чаша у него на голове почему-то оказалась, он сам не знает, что будет дальше. Он даже не знает, на что он больше настроен, хочет ли он чего-то очень сильно, он не знает своего направления, но ему нравится пребывать в каких-то приятных эмоциях. Это карта хорошего настроения. И когда мы не строим каких-то грандиозных планов, где-то живем одним днем. И если сейчас что-то нас радует, значит мы просто радуемся. И опять повторюсь же, мы где-то это сохраняем. Здесь что-то просчитать, понимаете, будет невозможно, поэтому, наверное, умение радоваться тому, что у нас получается, это само по себе будет великий плюс. Знаете, может еще такой момент, что ситуация, может быть, вокруг вас, или ваши какие-то желания не оформились, незрелые, нет какой-то точки сборки или точки отправления к чему-то. Есть какая-то или ваше непонимание, может быть, обстоятельств или какой-то обстановки, когда просчитать еще пока мы не можем тоже. Или нам рассказывают что-то, но где-то из области невероятного. И, понимаете, с одной стороны, вдохновиться этим хорошо, но следовать от начала до конца по какому-то импульсу, это будет тоже не очень в плюс. Поэтому будьте аккуратны. Вот такая какая-то ситуация, когда мы действительно ничего не форсируем. Но если нас что-то радует, мы радуемся, а все остальное просто сохраняем. Что скрыто? Какая-то ваша победа, мои дорогие рыбы и рыбки. Может быть, в какой-то области. Все-таки это у нас жезл, это карта победителя. И в этой колоде карт у нас показан прыгун в высоту, который как раз взял эту высоту. И вот он опустился на мат, и он показывает, что он доволен собой, да, жезл буквально держит. Так вот нам говорят, за любой победой, когда ты взял высоту,
тебе придется это удерживать. Тебе не время расслабляться, не время в иллюзиях, как будто тут нужно, понимаете, какой-то шанс, возможность свою, и не упустить наперед, и сейчас что-то удержать. Удержать, как и финансы, что-то просчитать, от чего-то, может быть, не отказаться, как, ну, чье-то предложение. Может быть, это и ваше решение изучать какую-то область или конкретным делом заняться, или решить какой-то конкретный вопрос, вот именно тем методом, как вы видите, и как будто победа, вы ее можете просто не видеть. У нас по башне тысячи неопределенностей могут быть. Или мы можем столкнуться с человеком, я вот повторяюсь, который, мы, может быть, на него и рассчитывали. Или мы рассчитывали, что обстоятельства будут складываться каким-то определенным образом. А тут что-то все равно меняется. Значит, вы, мои дорогие рыбы и рыбки, вы не то что подстроитесь, адаптируетесь к этой ситуации, а она, вот даже патовая, для вас будет означать новые возможности. И поэтому тут нужно быть очень сконцентрированно, внимательным, как будто нас не должны застать врасплох, и мы чего-то не должны упустить из виду. Руку на пульсе держать точно. Да дважды. Вы посмотрите, карта силы выпадает. У вас очень ресурсная неделя, мои дорогие. А вот эмоции нам могут помешать. Мы как можем поверить, да, тем обещаниям или каким-то неправдоподобным, может быть, представлениям кого-либо, как будет развиваться ситуация. Вы сами люди очень интуитивные. Вы сами можете все просчитать. Делите надвое. Будьте вот, наверное, как вот этот рыцарь-чаш, который сидит, и даже видно, я надеюсь, видно у него лицо, как будто он удивляется. Или кому-то говорит, а я не знаю. Вот, наверное, вот это нам помогает. Не говорите никому ни да, ни нет. Лучше сказать «я не знаю». Какой-то нейтралитет полный, он нам точно будет помогать. И никаких эмоций. Хоть это у нас и чаши, обратите внимание, холодная карта. И это все нам помогает. Помогает удерживать вашу силу, ваши возможности, ваши ресурсы, правильно рассчитать, не пойти, ну, где-то на поводу, может быть, у эмоций или каких-то уговоров, или, ну, может быть, эмоции те, которые нас, как новость какая-то приходит, да, и мы на нее реагируем очень вот так вот, и болезненно, может быть, и так тоже. А тем не менее, для вас-то вот конкретно ситуация совершенно другая. Это может быть вокруг какая-то башня, а для вас эта башня оборачивается цветущим садом. И вот это важно не упустить. А уже есть что-то, то, что вы начали, как будто уже что-то вы наработали. И самое время это усиливать, увеличивать, удерживать, развивать. Только со знаком плюс. Нет ничего невозможного. Карта сила. Финансы. Ну, финансами точно не рискуйте, мои дорогие. Карта Луна. И в этой колоде карт, посмотрите, есть Луна, которая как бы на заднем плане карты. И есть какие-то кубы или, ну, так не совсем понятные сооружения. И два пирса. А на пирсе стоят, может быть, две собаки или два волка. Они едва заметны. Это как будто их тень или облик. И вообще ничего не понятное. И вот в этой колоде карт, эта карта говорит, у тебя есть только два выхода. Или ты сейчас выходишь из какой-то ситуации быстро, или ты отдаешься на волю случая, тогда ты, да, получишь какие-то интуитивные знания, ты углубиться можешь в какую-то философию, ты словно нырнешь на глубину этого океана и направишься в сторону этой луны, чтобы познать тайны неизведанного. Но выберешься ли ты оттуда, это неизвестно. Не углубляйтесь в какую-то ненужную философию. Вот она вот на этой неделе, но абсолютно не в тему. И даже если вас пытаются куда-то свернуть с пути истинного, вам туда как будто не надо. Может быть, есть конкретная ситуация, действительно, из которой нужно выйти. И деньги, опять же, не тратить. Переводим все в материальную плоскость. Все-таки у нас весы и телец. Отношения, финансы. Вот.
Тут через отношения могут на вас, может быть, так воздействовать, зная вас, какие-то особенности, тонкие струны вашей души, почему-то у вас по финансам, а потом наступит прозрение, и вы о чем-то пожалеете. Не рискуйте собой. Избегайте массового скопления людей. Мы говорим, меня несет толпа. По этой карте действительно мы можем словно ошибиться, понимаете, потому что мы ну, где-то не просчитали, проморгали что-то, а вы не можете позволить себе право на ошибку. И мы как будто, да, совершить можем оплошность, словно оступиться, но с учетом карты башня мы себе не должны навредить. Понимаете, мои дорогие? Пусть у вас выпадает это на финансы, ну, я бы сказала, знаете, очень сильная позиция рядом, два старших аркана, совершенно противоположные по энергетике, но с другой стороны, один может усиливать другой. Либо сила может усилить вот эту где-то мутность, непонятность Луны, либо, если мы где-то соскользнем в эту ненужную философию, мы сами себя обесточим и лишим силы. И, наверное, взаимосвязано. Наши какие-то планы, дела, работа, бизнес и деньги. Вот они где-то будут пересекаться. Личная жизнь. Королева жезлов. Очень добрая карта, когда она не совсем тут нам про любовь, правда. Она больше нам говорит о каких-то наших достижениях и о том, что вы можете бы находиться в центре внимания. С вами может захотеться дружить, общаться. Но королева жезлов, хоть у нас и жезлы, она все равно на своей волне. Она никому ничего не обещает, кстати. И она умеет хранить секреты, как свои, так и чужие. Ну, вот сразу, как и совет, можно сказать, это воспринять нужно. Для чего все это? Потому что вы что-то должны свое осуществить. Может быть, отчасти это по личной жизни, а может быть, это и ваши амбиции. Все же личная жизнь не только про любовь, это позиция. Карта нам как раз и говорит о том еще, что у нас будет достаточно энергии, но ее нужно распределить как будто правильно. Изучение конкретных у кого-то, как наук проиграется, или какие-то новые возможности, может быть, получить новую должность, и как будто будет, может быть, то, в чем вы не вполне уверены, и для кого-то это будут предположительно либо курсы, либо вы будете искать какую-то конкретную информацию. Но энергии как будто хватит на великие свершения, мои дорогие рыбы и рыбки. Давайте карту совет. Десятка монет. Да, нам говорят, деньги есть, деньги будут. По десятке монет вопросы, связанные с жильем, с домом могут быть. Но все же, ведь это карта совет. И сохраняйте, опять же, ваши позиции. Для вас это будет очень важно. Сохраняйте пока деньги. Вот это тоже есть возможность для себя изменить качество жизни на этой неделе. А есть и возможность, вот тут, наверное, все вот от этой Луны зависит. От нашего восприятия, от нашей реакции и от того, как мы сумеем просчитать. Перекладывайте на себя, мои дорогие рыбы и рыбки, и будьте счастливы и любимы всегда.